Okay. So we just sit and listen a little bit to some of Lama Yeshe's words. Итак, мы какое-то время посидим и послушаем некоторые из слов Ламы Йеши, часть слов Ламы Йеши. So now, okay. The meaning of Mahamudra. Смысл Махамудры. Now we come to the main body of Panchen Lama's text. Теперь мы приходим к основной части текста Панчен Ламы. Maha means great, and mudra we can translate as seal. Маха значит великое. Слово мудра мы можем перевести как печать. So never mind. So, okay. So, for example, if you lend me $100, we make a contract and we seal it, don't we? Например, если вы мне одолжите $100, мы с вами заключим контракт и запечатаем его. It shows, next year I have the obligation to pay you back. Что будет указывать на то, что в следующем году я буду обязан вам эти $100 выплатить. This great seal Однако эта печать, эта великая печать, is not an artificial seal made in a factory. эта печать не искусственная, не сделанная на фабрике. It exists in all universal phenomena, Она существует во всех всеобщих явлениях, including us. включая нас. Non-duality, Недвойственность, отсутствие самобытия, emptiness пустотность. is the nature of everything that exists. Это природа всего, что существует. This universal reality is the great seal. Это всеобщая реальность и есть великая печать. It exists. Она существует. It's just the way it is. Так уж все обстоит. So whether you accept it or whether you deny it, it doesn't matter. Так что неважно, принимаете вы ее или отрицаете. If I say I don't believe there's an earth, I don't believe there's a sun, Если я скажу, не верю, что есть Земля, не верю, что есть Солнце, who cares? кому до того будет какое дело? Even though I reject the existence of the sun, I'm standing in the rays of the sun. Хоть я отрицаю существование Солнца, я стою под его лучами. This reality of non-duality is the inborn nature of all phenomena. Эта реальность недвойственности — это врожденная природа всех явлений. There's no way out. И выбраться из нее никак нельзя. In all phenomena, Она в равной степени существует во всех явлениях, organic, non-organic, органических, non-organic, органических, неорганических, impermanent. постоянных и The непостоянных. name we give it is Mahamudra. И называем мы ее The Махамудра. name we give it is Mahamudra. So you can see this is the way the yogis talk. It's very kind of poetic. Как вы видите, так рассуждают йоги, это очень поэтичный язык. All they're talking about is emptiness. А речь здесь всего лишь о пустотности. Everything that exists is empty. Все, что существует, пустотно. It's just the way things are. Так уж вещи обстоят. Natural law, not God, not Buddha's law. No such thing as Buddha's law. It's natural law. Это закон природы. Нет такой вещи, как закон Будды. Мы здесь говорим лишь о законах природы. You know, so as Lama says, you don't make things empty. Так что, как здесь говорит Лама, вы не делаете вещи пустотными. No, Lama. So, yeah. So when Lama Tsongkhapa was around, Mahamudra was not taught publicly. This particular approach to understanding emptiness, meditating on emptiness. Во времена Ламы Цангкапы этот конкретный подход к Махамудре, этот конкретный подход к постижению пустотности не преподавался открыто, публично. There are no books in the name of Mahamudra. Не было текстов. Эта Махамудра не была зафиксирована в текстах, она сохранялась в тайне и была традицией устной. Позже, в 17 веке, It's Panchen Lama Chökyi Gyaltsen, Панчен Лама Чökyi Gyaltsen, one of the main Gelugpa figures, один из главных деятелей традиции Гелуг, who gave the name Mahamudra. и дал этому конкретному подходу название Махамудры и записал эти наставления. He was the first to put them on paper. Он был первым, кто эти наставления зафиксировал на бумаге. We Gelugpas now use these instructions as our root text. Теперь мы, голубпинцы, используем эти наставления в качестве своего коренного текста. I first received this teaching when I was 21 or 22. Я впервые получил эти учения, когда мне было 21-22 года. 3 years
or so before we came to India. За 3 или около того года до того, как мы пришли в Индию в Remember, that was 1959. when the Chinese said to us Tibetans, "Go away." Как вы помните, тогда китайцы нам, тибетцам, сказали «убирайтесь». During the month of these teachings, I really became inspired, hearing all about the lineage lamas. По ходу получения этих учений я действительно преисполнился вдохновения, слушая истории об историях, о ламах линии передачи, Great yogis, великих йогинах, how they experienced Mahamudra. и о том, как они переживали Махамудру. The teachings became real for me. Учения для меня стали реальными. I thought these meditators were ordinary human beings who reached higher realizations. Я подумал, эти великие практикующие были обычными существами, которые достигли более высоких уровней реализации. So I decided I can do it too. И я решил, что также на это способен. I became ambitious. Я породил амбиции. Understand? Понимаете? I felt so much inspiration. Я ощутил огромное вдохновение. Это возможно. Это может быть осуществлено. For me, looking at the historical facts about the lives of these enlightened ones is so helpful. Для меня очень полезно смотреть на исторические факты, связанные с жизнями этих великих просветленных существ. So encouraging. Это невероятно We ободряет. shouldn't just read books. Нам не следует просто читать книги. We need to look at the actual human experience of these great beings. Нам нужно смотреть на непосредственный человеческий опыт этих великих существ. This is good research. Это хорошее исследование, хорошего рода исследование, Realizations aren't something outrageous. которые показывают нам, что реализация этих мастеров не является чем-то радикальным, чем-то нереальным, Something невероятным, чем-то, что невозможно было бы достичь. No. Нет, This is real human experience. это реальный человеческий опыт. If we look at Shakyamuni Buddha's history, Если мы посмотрим на историю Будды Шакьямуни, we'll see that he first had a big samsara, то увидим, что сперва его окружала огромная сансара, all those dualistic things. всевозможные двойственные объекты. And then at a certain point he threw off all those blankets Но в какой-то момент он все эти покровы сорвал and disappeared into nothingness. и исчез в ничто. It was the same with Milarepa, Также дело обстояло и с Миларепой, с Тилопой, Naropa, Наропой, Lama Tsongkhapa. Ламой Цанкапой. Before Lama Tsongkhapa left for the mountains, Прежде чем Лама Цанкапа отправился в горы, he had an unbelievable number of disciples, у него было невероятное количество учеников, thousands and thousands of disciples. бесчисленные тысячи учеников, But he took just 8 of them, но всего 8 из них and he too disappeared into nothingness. он взял с собой и также исчез в ничто. And I heard that Jesus did the same thing. И, как я слышал, то же самое сделал и Иисус. For a while he went into solitude too. На какое-то время он также отправился в уединение. I feel that these are the real success stories. Мне представляется, что это подлинная история успеха. Spiritually, these yogis were successful. С духовной точки зрения, эти йоги были успешны. And before that, materially as well. А And before that, materially as well. перед этим они также обладали успехом материальным. It's not as if they were hippies beforehand. То есть они не были перед своим духовным успехом хиппи. No. Нет. Shakyamuni Buddha, for example, he had plenty of material things. Шакьямуни Будда, например, обладал множеством материальных объектов. He had a kingdом. У него было царство. More than the entire wealth of Melbourne belonged to him. Ему принадлежало больше количество средств, чем можно отыскать во всем Мельбурне. Lama gave these teachings at a place called Atisha Centre, 2 hours north of Melbourne in 1981. Лама Еша дал эти учения в 1981 году в месте, которое называется Центр Атиши, расположен в 2 часах от Мельбурна. For us, it's hard to give up even chocolate, Нам сложно отказаться даже от шоколадки, but Shakyamuni gave up everything. но Шакьямуни отказался от всего. And before he left his kingdom, even then he would just give things away. Да и до того, как он покинул царство, он уже раздавал разные объекты, разные вещи. His ministers were worried. Его министры были It обеспокоены. seemed that the contents of their treasury were just disappearing. Казалось, что содержимое сокровищницы попросту исчезает. Yeah, he didn't care. Но Будде было все равно. These things were no longer important to him. Эти вещи для него больше значения не имели. I really like the image of the skinny Buddha. Remember? Мне действительно нравится образ
изможденного, костлявого Будды. Skinny Buddha. Skinny. Тощего Будды. I think the fasting Buddha. Будды, который постится. I think they have a version of it in Afghanistan. Думаю, к нему это даже отвращение в Афганистане. Но этот образ прекрасен. Он очень многое мне показывает относительно моего собственного цепляющегося ума. But the usual statue of the Buddha too, shining and radiant. Но также это делает и обычная статуя Будды, сияющая и лучезарная. Look at it. Посмотрите на нее. It signifies the clarity of Buddha's consciousness, Она указывает на ясность сознания Будды, his omnipresent state of wisdom. его всепронизывающее состояние мудрости. These stories, Эти истории, historical facts, эти исторические факты, статуи they show us real human experience. демонстрируют нам реальный человеческий опыт. They show us that what they achieved, we can achieve, Они показывают нам, что мы можем достичь то, чего достигли эти существа, that it's possible. что это возможно. So perhaps you're thinking, if Mahamudra is about the universal reality of non-duality, Вы, возможно, думаете, если Махамудра имеет отношение к всеобщей реальности недвойственности, the universal reality of non-duality, всеобщей реальности недвойственности, emptiness, пустотности, then I've heard it many times before. я, значит, о ней уже много раз прежде слышал. You're right. И вы правы. Teachings are not so different. Учения здесь не особо But the отличаются. unique approach to this presentation of emptiness Но уникальный подход этого описания пустотности is the emphasis on meditation, — это упор на медитации, on how to experience emptiness, на том, как пережить пустотность, rather than explaining what it means. вместо того, чтобы объяснять, что она This is the подразумевает. particular characteristic of Mahamudra. Это особая характеристика Махамудры. Are we communicating? Ясно? The techniques of Mahamudra bring you into the experience of emptiness. Техники Махамудры приводят вас к переживанию пустотности. That is why Mahamudra is considered so powerful. Потому-то Махамудра считается столь мощной. And not only that, Но более того, the particular characteristic of Mahamudra that makes it such a powerful method отличительные черты Махамудры, которые делают ее столь мощным методом, for knocking out the ego, столь мощным методом для того, чтобы опрокинуть, вырубить эго, is that the object of meditation is our own mind, our own consciousness. в том, что объектом медитации здесь является наш собственный ум, наше собственное сознание. Remember, normally we meditate on Buddha's image, for example, or on other things. Как вы помните, обычно мы медитируем на образе Будды и на других вещах. But here we contemplate our consciousness. Но здесь мы созерцаем собственное сознание. I think Lama Tsongkhapa must be thinking this is a very sensitive, direct approach. Думаю, что Лама Цангкапа считал этот подход чрезвычайно разумным и непосредственным, прямым, That easily eliminates the superstitions and confusion. подходом, который с легкостью устраняет суеверия и разные виды заблуждений. And even though the mind itself is still relative reality, И хотя ум сам по себе все еще является reality, и хотя сам по себе ум все равно является относительной реальностью, using it as the object of meditation easily leads to the realization of ultimate reality, emptiness. использование ума как объекта медитации с легкостью приводит к постижению пустотности, то есть реальности окончательной. I want you to know that this is the nucleus of the Mahamudra approach to enlightenment. Хочу, чтобы вы знали, что в этом ядро подхода Махамудры к достижению просветления. The essence. Центр, сущность. And I think it is very sensible. Мне кажется, что это очень разумно. Remember, from the Buddhist point of view, Как вы помните, с точки зрения Будды, all the circumstances of samsara are manifestations of our own mind. все обстоятельства сансары являются проявлениями наших собственных умов. This is the central understanding. Это ключевое понимание. All happiness, Все счастье, our own liberation, наше собственное the highest освобождение, realizations, высочайшие реализации, all come from our own consciousness. все проистекают из нашего собственного сознания. And all our suffering comes from the mind too. Также проистекают из нашего ума и все Our life страдания. is controlled by the mind. Нашу жизнь контролирует Our ум. life is controlled by the mind. Ум контролирует нашу жизнь. Our life is controlled by the mind. We can see this. Мы это The видим. desire rises to go to the beach. Когда возникает желание пойти на пляж, The thought of desire takes us to the beach.
мысль, желание нас на пляж влечет. Maybe you're tired of Western society and want an easy life, no responsibilities. Вы, может быть, росли в западном обществе и хотите легкую жизнь без какой-либо ответственности. And think, maybe I'll go to India. И, может быть, думаете, поеду-ка я в Индию. This thought takes you to India. Эта мысль приводит вас к Индии. Our grasping mind leads us wherever we go. Нас цепляющийся ум приводит нас туда, куда мы отправляемся. Because mind is clear in its nature. Поскольку ум по природе своей совершенно чист, Which means it doesn't have any physical characteristics. то есть не имеет никаких физических характеристик, We can cut through the busyness of conceptuality. мы можем прорваться сквозь занятость концептуальности, Cut the gross dualistic thoughts. подсечь грубые двойственные мысли, Which leads to a state of non-conceptuality. что приведет к состоянию неконцептуальности. And that leads to emptiness. А это ведет к пустотности. This is the beauty of this approach to totality, to Mahamudra. В этом красота этого подхода к полноте, к Махамудре. In my opinion, По моему мнению, this is a super incredible method. это превосходный, невероятный метод. And we're not talking philosophically. И мы здесь говорим не о философских вещах. This is the experience of the Mahamudra lineage lamas. Это таков опыт лам линии Махамудры. All those great Indian yogis, Всех великих индийских йогинов, like Tilopa, таких как Тилопа, Сараха, Nagarjuna, Нагарджуна. they all experienced Mahamudra in this way. Все они таким образом переживали Махамудру. In his text, the Panchen Lama says that within the Sutrayana there are two ways of approaching the realization of emptiness. В своем тексте Панчен Лама говорит, что есть два подхода к постижению пустоты. В Сатрояне есть два подхода к постижению пустотности. So basically, this is from the text. It says, И дальше thus here, from among the two systems of one seeking to meditate on the mind, И дальше цитата из коренного текста. Таким образом, из двух систем, где одна — это стремление к медитации на уме. the first method is seeking to meditate Первый метод таков. upon having settled the view. Стремление медитировать после установления воззрения. The first one is you simply go straight into meditation. То есть первый подход в том, что вы напрямую переходите к медитации. And then on the basis of getting some calm abiding, you then can realize emptiness. И на основе достижения безмятежного пребывания можете перейти к пустотности. And the second one is... Wait a minute. Oh yeah, the first one is Нет. it's the system we're using right now in these teachings. Это система, которую мы используем в данных учениях. Hearing the teachings and theories first, Сперва мы слушаем теории и учения, and then you go and meditate to get the experience. а затем переходим к тому, чтобы медитировать, чтобы получить опыт. Но другой подход, о котором мы говорим, подход Махамудры, You go straight to meditation. в том, что напрямую переходишь к On the медитации. basis of your experience, И на основе своего опыта you can then get the experience of emptiness. можешь обрести переживание пустотности. And so Mahamudra is this second one. То есть Махамудра — это вот этот второй подход. So one way we hear that Lama Tsongkhapa teaches is first to study, then analyze, then meditate. То есть сначала, с одной стороны, мы слышим, Лама Цангкапа нас учит. Сначала изучайте, потом слушайте, потом медитируйте. The method we're using here. Это вот тот метод, к которому мы прибегаем в данном курсе. But here, Panchen Lama is saying that first we meditate, then we seek Mahamudra. Но здесь Панчен Лама говорит, что сперва мы медитируем, а затем стремимся к Махамудре, ищем Махамудру. So they're generally talking about these two main approaches. То есть, в целом говоря, описываются эти два общих подхода. So the traditional view of the Tsongkhapa one, the Gelugpa one, is as Lama Yeshe puts it, we squeeze our brains first, then you meditate. То есть традиционный подход традиции Гелук, как это описывал Лама Йеши, состоит в том, чтобы сперва напрячь мозги. Мы сперва напрягаем мозги, затем медитируем на воззрение. Then the cliched view of the Kagyupas, А такое клишированное представление о кагюпинцах they don't study, состоит в том, что они не учатся, they go straight into meditation. а сразу переходят к медитации. And from then this understanding comes. А из этого проистекает понимание.
So we all need to do both. Нам всем нужно делать и то, и другое. So the traditional Tsongkhapa one is this one. Традиционный подход Цангкапа был только что описан. But Mahamudra is the other one. Но другой подход — это Махамудра. And this is one of the key Gelugpa practices. И это одна из ключевых гелквинций практик, и именно ей здесь учат ламу So, Риша. which is right? Так какой же подход правильный? Какой же подход правильный? Both are right. Оба The правильны. first approach. В случае с первым подходом People often misinterpret Lama Tsongkhapa's emphasis on the union of the three wisdoms. люди часто ошибочно интерпретируют сделанный ламой Цангкапой упор на единстве трех видов мудрости. The wisdom of listening, Мудрость слушания, wisdom of thinking about it, мудрость размышления над услышанным and then the wisdom of meditation. и мудрость медитации. It is a misunderstanding to think that we're supposed to spend years and years first only listening and listening. Ошибочно считать, что нам сперва нужно целые годы посвящать тому, чтобы только слушать. And then years and years of thinking and thinking. Затем годы тому, чтобы снова и снова размышлять. If you have that attitude, you're never going to meditate. Если вы придержитесь такого подхода, то никогда к медитации не перейдете. Knowledge will be purely intellectual. Ваши познания будут исключительно интеллектуальными. And there'll be no transformation. И никакого преображения не произойдет. Не будет никакого роста. It's as if the knowledge stays in the book. Познания как бы так и останутся в книгах. Как если бы познания остались в книгах. And you're separate from it. И вы от них были As I отдельны. said, this shows a misunderstanding of Lama Tsongkhapa's way of practicing. Как я говорил, это указывает на ошибочное понимание. This shows a misunderstanding of Lama Tsongkhapa's way of practicing. Ошибочное понимание предложенного ламы Цангкапой способа практики. In fact, we should do all these three simultaneously. На самом деле все три вещи нам нужно осуществлять одновременно. And at each stage, it's a question of degree. И на каждой стадии вопрос лишь в степени. Различается лишь степень. Remember, since childhood, Lama Tsongkhapa himself meditated in a cave Как вы помните, с детского возраста сам лама Цангкапа медитировал в пещере and communicated directly with Manjushri. и напрямую общался с Манджуши. So it's definitely possible first to meditate and then discover emptiness. And this is the approach here. Так что, безусловно, возможно сперва медитировать и затем распознать пустотность. И именно этого подхода придерживаемся здесь, в учениях Махамудры. Mahamudra is beyond words. 3 главы будущей книги «Махамудра запредельно Let's слова». say you've studied Buddhism for a long time. Предположим, вы долгое время изучали буддизм. I myself have studied for a long time. Я сам изучал буддизм долгое время. And then you try to study Mahamudra, Затем вы пытаетесь изучить Махамудру. but it stays as an intellectual trip for you, Но для вас она остается интеллектуальными играми. and there's no transformation. И никакого преображения не происходит. You can never get rid of ego this way. Так вы от эго никогда не избавитесь. You miss the point. Вы упустили суть. It's extremely difficult to actualize the teachings, Реализовать учение чрезвычайно сложно. to knock out the ego. It's a Вырубить very difficult thing. Вырубить эго — дело очень сложное. In order to really know Mahamudra, Для того, чтобы действительно познать Махамудру, we have to go beyond intellectual study. нужно выйти за пределы интеллектуального обучения. We have to practice. Нужно практиковать. Even if you know all the Buddhist texts intellectually, Даже если вы знаете все буддийские тексты на and there are интеллектуальном уровне, many learned professors, а существует множество ученых-профессоров, you will never touch the heart вы никогда не затронетесь сердца, if you don't actually practice. если не станете, собственно, практиковать. Buddhist philosophy, Буддийская философия, Madhyamaka and the rest, Мадхьямака и все остальное is very sophisticated, — дело очень изощренное, very intellectual, очень интеллектуальное, involving in really complex thinking. включающее сложные виды мышления. По-настоящему сложные виды I мышления. remember when I first studied, I thought if I understood all the philosophy, the Madhyamaka, everything, I'd knock out the ego. Помню, когда я впервые начал процесс обучения, мне казалось, что если я пойму Мадхьямаку и все остальные виды философии, то смогу вырубить эго. I thought about that. Я об этом размышлял, I checked. проверял и проверял, Then I realized my conception was not true. и затем осознал, что концепция моя была неверной. I was shocked. Я был шокирован. People in the monasteries learn all these things, Люди в монастырях изучают все эти вещи, but learning only the words, но выучить только слова, there is no satisfaction. а изучение одних только слов не приведет к удовлетворению. Проблема эго не будет решена. With Mahamudra meditation, there's no doctrine, В случае с медитацией Махамудры отсутствует доктрина. no theology, Нет теологии, no philosophy, нет философии, no God, нет Бога, all
или Будды. We go beyond name, Мы выходим за пределы имени, beyond form and color, за пределы формы и цвета, the relative, за пределы относительного, beyond self-image, за пределы образов самих себя, beyond compassion. за пределы сострадания. When the great yogis Milarepa and Lama Tsongkhapa went into Mahamudra meditation, Когда великие йогины Лама Цангкапа и Миларепа предавались медитации Махамудры in their mountain retreats, в своих горных затворах, they didn't bring all their books with them. они не брали с собой все свои книги. They went beyond scripture, Они выходили за пределы Писания, beyond ink, за пределы чернил, beyond Parker pens. How sweet. за пределы ручек Паркер. Очень мило, правда? From Lama Tsongkhapa's point of view, С точки зрения Ламы Цангкапы, seeing the ego's projection cannot be done philosophically. видение проекции эго невозможно осуществить на философском уровне. You cannot check intellectually. Нельзя эти вещи проверить интеллектуально. As I mentioned, when I studied, we read so much Как я упоминал, когда я учился, мы очень много читали. and memorized and recited every day. Заучивали и читали наизусть тексты каждый We день. have to understand that the relative Dharma, Но нужно понимать, что относительная дхарма everything in the books, — это все, что содержится в like a книгах. bridge, Все это подобно мосту, Maitreya said. как говорил Майтрея. A bridge is helpful for crossing a river. Мост помогает пересечь в реку, Once you've crossed it, но когда вы реку пересекли, then it's goodbye bridge, isn't it? прощай мост, правда же? We have to touch the heart. Нужно затронуть сердце. Once you've experienced the fundamental nature of your own consciousness, Когда вы пережили основополагающую природу собственного сознания, it's goodbye to all the philosophical ideas. вы прощаетесь со всеми философскими идеями. I want you to understand that this Mahamudra is beyond speech, Хочу, чтобы вы поняли, что это Махамудра запредельно речи, beyond words. запредельно словам. Using Buddhist terminology, Если использовать философию, терминологию we Будды, can say that Mahamudra is beyond growing. мы можем сказать, что Махамудра запредельно росту, Beyond cessation. запредельно прекращению. Mahamudra is only experience. Махамудра — это просто переживание. The moment I say words, Когда я говорю слова, the moment I say в words, те мгновения, когда я произношу какие-то слова, you'll interpret them in this way or that, вы их начинаете интерпретировать так или иначе. and then it becomes a problem. Тогда возникает проблема. So don't trust my words. Так что не доверяйте моим словам. They are the false words of my superstition. Это ошибочные слова моих суеверий. Buddhism thinks that way. Так вот No рассуждает matter what буддизм. words I say, Какие бы слова я ни говорил, they still come from my conception. они все равно происходят из моих концепций. You have to go beyond words. А нужно выйти за пределы слов. In Mahamudra practice, you merely observe the thoughts В практике Махамудры вы просто наблюдаете за мыслями and then let go. и затем отпускаете, No intellect. без интеллекта. In this process of experiencing Mahamudra, the intellect is the enemy. В этом процессе переживания Махамудры интеллект — это враг. Of course, you first have to listen. Разумеется, сперва нужно You слушать have to use your intellect. и использовать свой интеллект. When you practice Mahamudra, Когда же вы практикуете you Махамудру, go beyond the intellect. вы выходите за пределы Then интеллекта, the real transformation comes. и тогда достигается подлинное преображение. Mahamudra meditation is the way to bring out the fundamentally pure nature of our mind. Медитация Махамудры — это способ выявить основополагающую чистую природу нашего ума. Mahamudra meditation is the way to bring out the fundamentally pure nature of our mind. Медитация Махамудры — это способ выявить основополагающую чистую природу нашего ума. It gives space and enables us to eliminate the artificial concepts, Она выделяет пространство и помогает нам избавиться от поверхностных the концепций, negative thoughts. искусственных концепций, неблагих мыслей. Мы подсекаем двойственное мышление, We become more natural, становимся более more естественными, down to earth. более приземленными. This modern world is so complicated. Современный мир очень сложный. In our daily life, there is so much intellectualizing. В нашем повседневной жизни так много интеллектуальных построений. We create all the thoughts of good, bad, Мы порождаем всевозможные мысли о хорошем и дурном, хорошем и the дурном, superstitions, суеверия, all the artificial concepts. всевозможные искусственные We build концепции. things up tremendously. Выстраиваем невероятным образом всевозможные вещи. We overestimate everything, Все преувеличиваем overestimate everything, or underestimate. или недооцениваем. We are never balanced. И никогда не пребываем в равновесии. These are the hindrances that prevent us Это препятствия, которые мешают нам from touching our deepest human nature, прикоснуться к нашей глубочайшей человеческой природе, from touching reality. прикоснуться к реальности.
our potential for eternal peace. нашему потенциалу для достижения вечного покоя. As children, our minds were more simple, more natural. Когда мы были детьми, наши умы были проще, более естественными. And as we got older, we had more and more concepts, Но по мере того, как мы взрослели, мы собирали все больше концепций. more hallucinated projections, Больше проекций, которые являются more галлюцинацией. fantasies. Больше фантазий. We repeat and repeat the good, bad mantra. Мы повторяем, снова и снова повторяем мантру о хорошем и плохом. Mahamudra meditation purifies the grosser levels of our consciousness. Медитация Махамудра очищает более грубые уровни нашего сознания. In other words, the concepts about our imaginary self, Иными словами, концепции о нашем воображаемом «я». all the dualistic thoughts about good and bad, Все двойственные мысли о хорошем и дурном. the worldly superstitions. Мирские суеверия. And this allows our fundamental consciousness, И это позволяет нашему основополагающему сознанию, our original consciousness, нашему изначальному сознанию, our clear light nature, нашей природе ясного света, our non-duality nature, нашей природе недвойственности to function. функционировать. By touching our own fundamental consciousness, Прикасаясь к своему собственному основополагающему we сознанию, just naturally reach beyond the contradictory atmosphere of the normal world. мы просто естественным образом выходим за пределы противоречивой атмосферы нормального мира. This is the real transcendental experience. Это реальный и запредельный опыт, трансцендентальный опыт. Non-duality is not made up philosophically. Недвойственность не выдумана философским способом. It is always existent within us. Она всегда в нас существует. Touching our fundamental consciousness is natural, Прикосновение к нашему основополагающему сознанию — нечто естественное, simple. нечто простое. Simplicity is good. Простота It хороша. doesn't mean primitive. Она не подразумевает It примитивности. means not being extreme, Она подразумевает, что мы не впадаем в not крайности, being wrapped up in our blankets of superstition, не заворачиваемся в идеалы суеверий, which creates disorder and confusion. которые порождают беспорядок и замешательство. We become pure. Мы достигаем чистоты, We banish superstition. изгоняем суеверие. When we're in touch with non-duality, we've knocked out the iron bricks of unreality. Когда мы соприкасаемся с недвойственностью, то разрушаем железные кирпичи нереального. Knocked out the iron bricks of unreality. Обрушиваем железные кирпичи нереальности, нереального. We have found the middle way. Мы отыскали срединный путь, Then, like the yogis, подобно йогинам, because we are experiencing our own inner beauty, потому что переживаем свою собственную внутреннюю красоту we have the skill to transcend worldly beauty, и обладаем навыком, позволяющим превзойти красоту мирскую, the conventional things. вещи условные. Inner beauty is incomparable. Это внутренняя красота несравнима. When we are in touch with this, our clarity will explode. Когда мы с этим соприкоснемся, наша ясность, произойдет взрыв нашей There is ясности. infinitely more space in our mind, В нашем уме будет бесконечно больше пространства. and we can learn many things effortlessly. И мы без усилий сможем освоить множество вещей. It will surprise you. Это вас удивит. Milarepa is a good example. Хороший пример здесь Миларепа. He didn't study any philosophy, Он никакую философию не изучал. but because of his Mahamudra meditation, Но благодаря своей медитации Махамудры he developed incredible understanding about all aspects of reality. он развил невероятное понимание всех аспектов реальности. The intellectual geshes, Геше, who'd studied for 40 years, интеллектуалы, которые учились по 40 лет, come to debate with him, приходили вести с ним дебаты. and he always knew the answers. И он всегда знал ответы. He blew their minds. И поражал их умы. They'd ask him, "Do you know the Vinaya?" Они его спрашивали, знаешь ли ты Винаю? This subject is so sophisticated. А эта тема очень сложная, очень изощренная. Detail, И очень много деталей. all the vows, Всевозможные обеты. and Очень we сложная studied тема, and debated for at least 4 years. которую мы изучаем и относительно которой мы ведем дебаты, по крайней мере, 4 No, года. said Milarepa. Нет, ответил Миларепа. Vinaya, non-Vinaya. Виная, не Виная. I don't know anything about it. Ничего об этом я не знаю. In Tibetan, the Sanskrit Vinaya is dulwa, to subdue the mind. На тибетском санскритское понятие Виная звучит как джулва, укращение ума. So Milarepa said, if my mind is subdued, И Миларепа сказал, если мой ум укращен, if I conquer my ego если я укротил свое эго and touch universal reality, и прикоснулся ко всеобщей реальности, that's my Vinaya. вот моя Виная. His answer is super. Его ответ превосходен. When I was a boy, Когда я был мальчиком, I liked Milarepa so much. Миларепа мне очень нравился.
His life was so helpful. Его жизнь была столь Me полезной unbelievable inspiration. и наделила других невероятным вдохновением. You too should read his life story. Вам также следует почитать его историю жизни, и она придаст вам невероятную энергию. Bit more? Еще чуть-чуть. Part 2, Mahamudra in one lifetime. Chapter 4. Часть вторая. Bring the mind to a neutral state. Часть вторая. Махамудра за In одну order to жизнь. achieve the realization of Mahamudra, Сперва приведите ум к нейтральному состоянию. Чтобы достичь состояния Махамудры, concentration, сперва нам нужно развить однонаправленное сосредоточение, calm abiding. безмятежное пребывание, шаматху. You cannot achieve the realization without non-duality, without this subtle state of samadhi. Невозможно достичь постижения недвойственности, реализации недвойственности без этого тонкого состояния самадхи. However, sometimes people think this is all we have to achieve. Однако люди иногда думают, что нам только это и нужно достичь. Только этого и нужно That's one of добиться. the biggest misunderstandings in the West about Buddhism. И вот это одно из самых больших заблуждений относительно буддизма, которое бытует на Западе. That by getting mindfulness, all the realizations come. Когда люди думают, что все реализации достигаются за счет осознанности. Accomplissant, en atteignant l'attention, la pleine conscience et toutes les réalisations vont Lama Tsongkhapa reminds us Лама Цангкапа нам напоминает, abiding alone is not enough одного только безмятежного пребывания недостаточно. seulement n'est pas suffisant. in order to eliminate the concept of ego. Недостаточно для устранения концепции эго. We need to unify it with the Mahamudra experience. Нам необходимо объединить безмятежное пребывание с опытом Махамудры. Insight. А так это еще одно очередное название, еще одно название для особого прозрения. Yeah. Okay, just jump a bit. Чуть перескочим вперед. Okay, so as we discussed, okay, Как мы without having developed the subtle state of, okay, never mind. Okay, so and therefore, of course, without samadhi, there is no way to become liberated from samsara. Посему, разумеется, без самадхи никак из сансары не Il освободиться. n'y a aucune manière d'arriver à éliminer le samsara. And for sure, no way to achieve enlightenment. И, безусловно, просветления никак не достичь. So there's no exception. Исключений здесь You're нет. Christian or Muslim or Hindu or Buddhist. Христианин вы, мусульманин, индуист, буддист. To cut the dualistic view, Чтобы подсечь двойственное воззрение, чтобы постичь пустотность, чтобы реализовать Махамудру, you've got to have single point of concentration. нужно обладать однонаправленным As сосредоточением. I'm reading it out while I'm doing this editing, but I haven't made notes, so I'm going to have to forget. Et tout en le lisant, Даже читая, я думаю о том, какие правки можно было бы в текст внести, j'aurais dû amener mon не надо бы не забыть потом. So at the level of subtle consciousness achieved with samadhi, so Lama uses this word because hippies loved it, samadhi. It's a term used by the Hindus referring to the state of having accomplished this single point of concentration or this shamatha. Посредством тонкого сознания, к которому мы обладаем, доступ к которому мы обретаем посредством самадхи, Лама еще использовал термин самадхи, потому что хиппи его обожали. Это понятие, которым индуисты обозначают тонкий уровень ума, который мы достигаем посредством однонаправленного сосредоточения. Thank you. It's very helpful. That's really good. Thank you. So at the level of subtle consciousness achieved with single point of concentration, На уровне тонкого сознания, которого мы достигаем посредством однонаправленного сосредоточения, grâce à la concentration centrale d'un point, your wisdom is so powerful. ваша мудрость становится невероятно мощной, невероятно острой, Naturally. совершенно естественным образом. naturellement. And automatically, И автоматическим you'll образом have some experience of non-duality, of Mahamudra, обретаете некий опыт недвойственности, of no Махамудры, subject and object. отсутствие субъекта и объекта. Non-objet et non-sujet. In this unified state, В этом объединенном состоянии there are no longer the complex dualistic thoughts. больше нет сложных двойственных мыслей. Les pensées dualistes conceptuelles, All the conceptions. Всевозможных концепций. ces conceptions. You see, at this subtler level of consciousness, Voyez-vous, Видите ли, на этом тонком уровне just сознания naturally the grosser levels have temporarily ceased. более грубые уровни естественным образом утихли, временно утихли. And we won't experience the superstitions И мы не переживаем суеверия, that totally preoccupy us которые нас полностью занимают. when we're in the world of form, sound, smell, and the rest. Когда мы пребываем в мире de la forme, du son. образов, звуков, запахов и так далее. About Venerable Rene.
Это вот я и упоминал применительно к истории достаточно Рене. He was doing single-pointed concentration meditation. Он занимался медитацией однонаправленного сосредоточения, He wasn't meditating on emptiness. не медитировал на пустотности, He was just getting concentration. просто развивал So сосредоточение. this is Lama's point. И вот об этом здесь и говорит Лама. Just getting the mind to be a more subtle level. Просто приведя ум к более тонкому уровню, Already, because the grosser concepts have subdued temporarily, поскольку более грубые концепции временно утихли, or you can get a glimpse of non-duality, a taste of non-conceptuality, a taste of the nature of your own mind, is what he's saying. вы уже можете обрести проблеск недвойственности, почувствовать на вкус природу своего собственного ума. Вот о чем здесь говорит Лама Еша. So we could, okay, never mind. Okay. So there are many other benefits of samadhi. У самадхи есть множество и других преимуществ. This chapter is mainly just telling the benefits of it. Больше эта глава, собственно, это объяснение разных преимуществ самадхи. Tsongkhapa says, На основе собственного опыта Лама Цангкапа говорит, this is just getting concentration, okay? здесь пока речь только о развитии сосредоточения, Not emptiness yet. еще не о пустотности. But you can reach a point of such clarity in your meditation В своей медитации вы можете достичь уровня такой ясности, that your mind feels like infinite. что ваш ум будет ощущаться как бесконечный. As your concentration gets stronger, И по мере того, как ваше сосредоточение будет становиться you сильнее, remove the various layers of grosser consciousness. вы устраните различные уровни более грубого сознания. What I'm talking about is something simple. Но здесь речь о чем-то простом. Okay. So having developed such clarity, Развив такую ясность, the mind is so sharp, вы достигнете невероятной остроты ума, невероятной ясности, count all the atoms of the universe. как если бы вы могли пересчитать все атомы You Вселенной. read any commentaries on the consequences of single-pointed concentration, and this is how they talk. So in other words, this way of talking about the capacity of the mind is not existing in the materialist views of the mind. Когда вы читаете объяснения относительно последствий достижения однонаправленного сосредоточения, и всегда приводятся такие вот описания. Иными словами, мы здесь говорим о состоянии ума, которое в материалистической культуре даже не описывается как возможное, не считается возможным. So lots of people who try meditation, Есть много людей, которые пробуют медитировать, maybe due to some past karma, может быть, в силу какой-то прошлой кармы, have tastes of this. обретают некие переживания If описанного. they're sensible, И если эти люди разумны, they'll find decent teachers то найдут достойных учителей, and learn the techniques properly. надлежащим образом освоят техники. But many people go nuts. Но многие люди сходят с ума. The Безумствуют. number of people who lose their minds got some taste of this stuff, and then because they have no idea what it's about, no one can explain it, they go crazy. Но множество людей получают какие-то проблески этих переживаний, но поскольку совершенно не понимают, что эти переживания из себя представляют, и никто им не может этого объяснить, люди просто сходят с ума. We'll experience clairvoyance. Будем переживать We'll ясновидение. experience clairvoyance. This is typical. This is a typical consequence of getting single-pointed concentration. Это типичные последствия развития однонаправленного сосредоточения. You see the past, Можно видеть прошлое, будущее, умы других. this is natural. Есть нечто You'll experience естественное. bliss, Будем переживать блаженство, like I said, как я говорила. Rene. В случае с Рене. Bliss that was infinitely superior to any joy he'd ever experienced through his senses. Блаженство, которое бесконечно превосходило все, что ему когда-либо доводилось переживать посредством чувств. This is all natural. Все это обретается естественным образом. So you have to understand that if you put effort into this, it's possible for you to gain these realizations too. Нужно понять, что если вы приложите к этому усилия, то и вы сможете достичь этих реализаций. Okay. Okay, a bit more. Chapter 6. Еще чуть-чуть, из 6 главы. In order to realize Mahamudra, now we meditate on the conventional nature of the mind. Теперь мы медитируем на условной природе We've ума. got to get concentration. Сперва нужно развить сосредоточение. In order to realize Mahamudra, Для того, чтобы реализовать Махамудру, ultimate reality, окончательную реальность, emptiness, пустотность, we need to contemplate the clarity of our own mind, нам нужно созерцать ясность своего собственного ума, its relative nature. его относительную природу.
But remember, Но помните, contemplating our consciousness созерцание нашего сознания does not bring the actual realization of Mahamudra, не приносит самого постижения Махамудры, самой реализации because the Махамудры, mind is still relative reality. потому что ум все равно остается относительной реальностью. But it leads to it. Но эти шаги ведут к окончательной цели. Using более one's того, own consciousness as the meditation object, используя свое собственное сознание в качестве объекта the медитации, unique approach of the Gelug tradition of Mahamudra мы используем уникальный подход к гилпинской традиции Махамудры brings an experience similar to Mahamudra. и вызываем переживание, которое аналогично Махамудре, подобно Махамудре. Поэтому это такой мощный подход. Подход столь эффективный Leading easily в том, что он легко приводит to the actual realization of Mahamudra. к подлинной реализации Махамудры. So what I'm saying is this. Так что я здесь говорю следующее. We start with concentrating on our own mind Мы начинаем с сосредоточения на своем собственном уме, and then meditate on emptiness. а затем медитируем на пустотность. Characteristics of Mahamudra meditation. Это отличительные черты медитации Махамудры. So one of the common understandings of Mahamudra, and maybe it's in other traditions, I don't know, is that it's all about just meditating on the nature of your mind. Одно из общих представлений относительно Махамудры, и, может быть, так дело и обстоит на самом деле в других традициях, не знаю, состоит в том, что Махамудра полностью завязана на медитации на природе ума. But it has to lead to emptiness. Но эта медитация нас должна приводить к пустотности, в противном случае одной ее недостаточно. Maybe that'll do for tonight. Этого на сегодня будет достаточно. I think so. Думаю. Any questions? Какие-либо вопросы? So much editing more to do. I thought it was a bit quicker than I thought it was finished. It's not. Еще много придется редактировать. Я думала, что все почти готово, оказывается, нет. Sorry, that's my problem. Но это вы не беспокойтесь, это мои проблемы. Any questions? Какие-либо вопросы? No? So we can go to bed then. Тогда можно спать идти. Oh, any kind of questions? Yeah, sure. Любые вопросы? What would you like? Any questions? Что захотите. Oui? Hier, vous avez parlé de la colère, que c'était karmique, si j'ai bien compris, que ce n'était pas la faute de l'autre. J'ai réussi à me déconditionner d'une culture très difficile en tant que fille, en quittant mes parents à 19 ans. Mais encore aujourd'hui, ma question, comment me débarrasser de la colère qui mérite parfois que cette famille m'a transmise? Вчера вы говорили о гневе, о том, что гнев проистекает из кармы, Habit. что нет нужды в своем гневе винить других. И мне удается ослабить свою обусловленность другой культуры. Я покинул родителей, когда мне было 19 лет. Но мой вопрос таков, как мне избавиться от своего гнева? Ведь, честно, меня раздражает, что моя семья передала мне этот гнев. Не передала. Ответ: не передала. Семья вас гневом не наделяла. Вы пришли в эту жизнь with all your own tendencies imprinted in your mind at the first second of conception. со всеми вашими склонностями, которые в ваш ум были включены с первого момента после зачатия. They're your own past habits. Это ваши собственные прошлые привычки. Nothing to do with your parents. Это никакого отношения к вашим родителям. And then you even created the cause due to past karma to go to that particular parent's egg and sperm. В силу прошлой кармы вы также создали причину для того, чтобы оказаться в сперме яйцеклетки этих конкретных родителей. Au propre karma du passé, de connecter avec ses parents particuliers et d'aller, que votre conscience bien rejoigne et l'ovule et le spermatozoïde. They're lying there having fun, and you come and stick your nose in. Don't blame them. Они там лежали и забавлялись, а вы пришли и сунули свой нос куда не просили. Так что их не надо винить, вы сами виноваты. Parents you deserved. Вы получили родителей, которых The заслуживали. anger is your own habit from the past. А гнев — это ваша собственная привычка из прошлого. So happy. Так что Be радуйтесь, happy. радуйтесь, It's yours. потому что все это ваше. So now you can change it. Стало быть, это все можно поменять. Now you can change it. Теперь все можно поменять. Keep trucking, girl. Продолжайте, Keep trucking. You're doing great. продолжайте продвигаться, милые мои, все у вас прекрасно получается. C'est très bien ce que tu fais. Yeah. Okay. What else? Что еще? Wait.
Et bonsoir. Bonsoir. Est-ce que justement dans ce cas-là, on peut dire à ce moment-là qu'on a choisi ses parents par rapport au karma, comment vous l'expliquez? À ce moment-là, c'est nous qui choisissons nos parents. Так как вы в том, как объясняете карму, можем ли мы сказать, что именно мы выбираем своих I родителей? mean, literally choose in the sense that you're in your past life you're thinking, oh, there's my new mummy, I might go there. No, unless you're a highly realized being. Ну, если говорить о буквальном выборе, о том, что вы в прошлой жизни сидели и думали, вот будет моя новая мама, отправлюсь к ней. Нет. Такого выбора мы не делаем, если мы не высокореализованные существа. But effectively, Но по факту, but effectively, absolutely, yeah. безусловно. We created due to strong history in the past with these two people. В силу мощной истории, которая вас объединяла с этими двумя людьми. You get born to them, you know, they're like, and they're repaying the kindness of you probably being their parents in the past. Вы у них рождаетесь, и они, вероятно, таким образом платят вам за доброту, в рамках которой вы в прошлом были их родителями, вероятно всего. Strong history with each other, definitely. Нас объединяет друг с другом мощная история. No question. Никаких сомнений. What else? Еще что? Yeah. What do you recommend for single point in concentration? Какой объект вы рекомендуете для направленной стратегии? This one Lama's talking about is your own mind. В данном случае Лама Еши говорит о использовании самого ума, и именно это мы используем в рамках данного курса по утрам. A typical one to start with is the breath, which is people do. The breath. Типичный объект, с которого люди обычно начинают, это дыхание, наблюдение за It's a дыханием. good one to start with. Хороший объект для того, чтобы начать. But it's actually that's growth, but that's an external object. Но это на самом деле внешний объект. Better is to be an internal object. Лучше использовать объект внутренний, So your mind itself, your thoughts themselves. сам ваш ум, ваши мысли. This is what Lama's discussing here. Это тот подход, который Лама описывает в данном случае. Really particular advantage У этого объекта есть свои собственные конкретные преимущества. because it's your own mind. Потому что объект — это ваш собственный ум. Direct. То есть вы в очень непосредственном ключе работаете. Okay. Хорошо? What else? Что еще? I'm not a meditator. I'm not saying recommend it. This is Lama's suggesting. It sounds kind of tasty. Я не йогини, поэтому я не даю никаких своих советов. Мы здесь просто говорим о том, что Лама Еши упоминал. Но этот подход звучит как очень мощный. So it couldn't wish for a better one. That's what a Buddhist is. A Buddhist is being their own therapist. In your day-to-day life, all you're doing is supposedly looking at your mind. И поскольку работа буддиста в том и состоит, чтобы менять наш собственный ум, быть собственным психотерапевтом, лучшего отхода и пожелать невозможно. Ведь в конечном итоге именно это от нас на повседневном и требуется. Все время смотреть на свой собственный ум. Различие заключается в том, разумеется, что по ходу дня вы используете анализ. Как вы используете анализ? Выступаете в качестве собственного психотерапевта. И этому процессу можно помочь your thoughts as the object of concentration. Посредством использования ваших мыслей как объекта сосредоточения медитации. I mean, it's the key to being a Buddhist, is knowing your mind. You know? В этом ключ к тому, чтобы быть буддистом. В знании своего ума, вашего ума. Yeah. What else? Что еще? Oui, c'était un peu la question que je voulais poser en continuité avec mon prédécesseur. C'était sur méditer sur la nature de l'esprit. Moi, je sais à peu près ce que c'est que s'analyser personnellement ou observer ses pensées. Mais est-ce que méditer sur la nature de l'esprit, c'est observer ses pensées ou c'est encore autre chose? Для того, чтобы медитировать на природе ума. Тоже ли это самое, что наблюдать за мыслями, или то же самое? Или что-то... Нет, это то же самое. Все настолько вот просто. Вы просто сидите, уделяете внимание всему, что всплывает в вашем уме.
No commentary. Без комментариев, No analysis. без анализа. Using the same rigor that you would if you're trying to focus on your breath. Вы используете ту же интенсивность, ту же тщательность, которую использовали бы, если бы медитировали на дыхании. Stay focused on the thoughts, whatever problem. Используйте, чтобы оставаться сосредоточенными на мыслях, на всем, что проявляется. Quelle qu'elle soit. That's it. Вот и все. Thank you. Okay. Yes. We're doing it in the mornings. Мы этим занимаемся по утрам, 5-minute sessions. делая 5-минутные Remember сессии. a retreat we did with Lama many years ago. He made us do 5-minute sessions. It was so helpful. Когда мы много лет назад выполняли ретрит с Ламой Еши, он нас заставлял выполнять 5-минутные сессии. Это было очень полезно. Et fait ainsi des sessions de 5 minutes. I mean, for most of us, because we have no concentration. И большинство из нас, поскольку мы никаким сосредоточением не обладаем, And because anyway, we confuse relaxing with concentration. и поскольку мы вообще путаем расслабление с сосредоточением, Even after more than a few minutes, we're spacing out, thinking we're concentrating. даже после нескольких минут мы впадаем в прострацию, думая, что при этом So to сосредоточены. do really intense, focused 5 minutes, Поэтому нам нужно выполнять мощные, по-настоящему сфокусированные 5 минут. really tasty. Это по-настоящему мощный подход. Because meditation is not relaxation. Потому что медитация — это не расслабление. We need relaxing. Нам нужно There are расслабление. wonderful relaxing techniques. Есть замечательные техники расслабления. The biggest misconceptions Но одно из крупнейших ошибочных представлений about concentration meditation, or so-called mindfulness о meditation, медитации сосредоточения или о так называемой медитации осознанности it's a question of relaxing. в том, что люди думают, что все сводится к расслаблению. No, absolutely not. Безусловно, нет. It's like you're driving on the freeway at 120 kilometers an hour. Вы словно бы ведете автомобиль по шоссе со скоростью 120 км в час. Excuse me, it's about focus. Not Уж losing, извините. not losing focus for 1 second. Вы уж извините, но здесь все сводит к фокусировке, к тому, чтобы не терять фокусировку ни на мгновение. В то время как расслабление может подразумевать прострацию. Расслабитесь и через мгновение погибнете. I remember Venerable Rene said when I interviewed him, it needs immense effort. Помню, когда я брал интервью у досточтимого Рене, он описывал это как невероятные усилия. Because the tendency of our mind, Потому что наш ум склонен к тому, two tendencies that are the obstacles to meditation. чтобы подать две вещи. У нас есть две склонности, которые препятствуют The медитации. tendency to sink into this kind of spaced out feeling, Одна склонность — это склонность погружаться в некое чувство прострации, or to never stop chatting. или склонность к тому, чтобы неумолчно болтать. The biggest mistake is to confuse relaxing with concentration. И самая большая ошибка — перепутать здесь расслабление с сосредоточением. The mind should be sharp and alert. Ум должен быть острым и бдительным. What else? Что еще? Question from Luis. What is the difference between awareness and consciousness? В чем вопрос Луиса? В чем различие между осознаванием и сознанием? A noun. Сознание — это просто... So consciousness другое. is another term for the mind. Сознание — это еще один термин, который используем для And обозначения ума. awareness is the job of the mind. А осознавание — это работа ума. The definition of mind, Определение like a ума, cup, it's got two parts. как в случае с чашкой, содержит две части. Dimensional characteristics. Первая часть указывает на условные характеристики ума. So for the mind, that's the first part of the definition, is that it is clear. В случае с умом первая часть определения в том, что он и ясный, то есть не физический, не материальный. Sometimes they say luminous. Иногда это называется Don't светоносность. hear this in a fancy way. Но не нужно в этом усматривать что-то пафосное. It implies not physical. Подразумевается не материальность. The second part of the definition, Вторая часть определения, the crucial one, жизненно важная, tells you the job of the mind. описывает то, в чем работа ума. В том, чтобы To познавать, be aware, осознавать, to know. знать. These are three synonyms. Это три синонима. Mean the same. Они No означают одно и то же. The Никакого job пафосного of the смысла здесь нет. mind to cognize. It's your Работа. subject. Работа ума в том, чтобы постигать. Ум — это субъект. And all states of mind И have their own object. у всех состояний ума есть свой собственный объект. Object in the sense of being the object of the subject.
где под объектом подразумевается объект субъекта. The job of the mind is to cognize. Работа ума в том, чтобы познавать. Eventually, to cognize that which В exists конечном итоге познавать то, что существует, without mistake. без ошибок. That's omniscience. Это всеведение. So to be aware is the job of the mind. Осознавать. Consciousness is a synonym for mind. Осознавать — это работа ума. Сознание — это синоним для ума. Okay. Хорошо? Something else? Что-нибудь еще? Yeah. Question from Joanna. Is it necessary to retreat fully from the world in order to... Start again. Is it necessary to retreat fully from the world in order to attain focus and a clear mind, or do you believe it can be achieved in the middle of everyday life by integrating the meditation practice into your daily life, alongside with university, people, feeding the cat, and so forth? Of course, it's up to the person. Необходимо ли для развития ясности и фокусировки ума полностью отстраниться от мира, или, по вашему мнению, это может быть достигнуто в разгар обыденной жизни, когда ходишь в университет, кормишь кошку и все такое прочее? It's up to the person how much knowledge they've brought with them from past lives, I would say, literally. Все зависит от конкретного человека, от того, сколько познаний он или она из прошлой жизни принесли, в буквальном смысле. But it's a bit like asking, is it possible to become like Federer Но это все равно, что спрашивать, можно ли стать подобными Федереру, while having your job and feeding the cat and taking care of your wife and looking after the kids and earning the money and going to sleep every day. I mean, yes, you'll become like Federer, but take you probably 10 times longer. So it's a question of how much time you want to devote to it, and secondly, your capability. Можно ли стать подобными Федереру, при этом работая на работе, кормя кошку, имея жену, заботясь о детях и так далее и тому подобное? Что ж, да, можно, но у вас, вероятнее всего, на это уйдет в 10 раз больше времени. Так что вопрос в том, сколько времени вы готовы или хотите этому процессу посвятить, и в том, какими способностями вы обладаете. À y consacrer, et puis de notre potentiel ou capacité de départ. So obviously the quickest way Очевидным образом, самый быстрый способ is to devote all your time. в том, чтобы посвятить этому все свое время. Разумеется, это самый быстрый способ. But that's, question of the person, the time, or everything else, all the other conditions of our lives. Но все зависит от человека, от времени и от всего остального, от всех остальных условий нашей жизни. I mean, quickest way is give up sex, drugs and rock and roll. Очевидным образом, самый быстрый способ отказаться от секса, наркотиков и рок-н-ролла, Become a monk or a nun. стать монахом или монахиней, Get all your instructions. получить все наставления, Get all your instructions. получить все наставления And go to mountains. и отправиться в горы. You get it real quick. Вы тогда все реализуете довольно быстро. Then you can come down and Затем сможете спуститься и кормить кошку, now you got some realizations. обладая реализациями. Or if you're born like Kandrila, one of these students of Rinpoche, a student of His Holiness, this female woman. She's been here, hasn't she, Kandrila? I mean, Lama Zopa said she was got born fully developed. She didn't have to do any study at all. She just kind of came in as Vajrayogini. Или, если вы, как Кандрала, ученица Лама Сопала и его святейшества, как и описывает Лама Сопа, родились уже полностью готовыми, просто приходите в эту жизнь, как в ее случае, уже будучи Ваджрайогини. Elle n'a jamais eu besoin d'étudier. En fait, elle est déjà arrivée comme Vajrayogini. I remember when I was editing Mandala, Lama Zopa would give us letters from his disciples sometimes to publish. Помню, когда я редактировала Мандалу, Лама Сопа иногда нам передавал письма своих учеников, чтобы мы их опубликовали. And one fellow, ordinary guy, И один человек, простой парень, живущий в доме и заботящийся о своей старой тетушке, которая была больна раком, like a regular guy, выглядел как обычный человек. But he seemed like a bodhisattva. He had intense meditation experiences all day, every day meditating. So he came into the thing more advanced. So each person is so different. Например, выглядел как бодхисаттва. Судя по всему, был бодхисаттва, потому что у него каждый день были очень мощные медитативные переживания в силу того, что он все время медитировал. А очевидным образом он пришел в эту жизнь с гораздо большей подготовкой, чем другие. What else? Time to go to Что bed. еще? Пришла пора Time to go to bed. спать. Yeah. Еще один, Last, последний, yesterday, вчера. français. Quelle est la réponse du bouddhisme pour les jeunes parents face à la colère et au chouinement des enfants? Что буддизм говорит? Что может буддизм посоветовать молодым родителям
когда их маленькие дети, младенцы, плачут, сердятся там, чтобы вы послали. Если бы речь шла по мне, я бы их просто отдала, а не то бы они погибли. I mean, it's like asking, it's like asking. Again, it's a question of your own capability. Опять-таки вопрос. With a crying baby. If you've never worked on your mind, never looked at your anger, then I'd suggest you better give your baby away because you're in serious trouble. Опять-таки вопрос в том, каковы ваши способности. Если вы никогда не работали со своим умом, если вы никогда не смотрели на свой гнев, я бы вам посоветовал отдать ребенка, потому что у вас будут большие неприятности. Et là, vous feriez mieux, avant de vous occuper de votre bébé, d'aller travailler sur vous-même. But practically, I mean, if it's two parents, Если речь идет о двух родителях, let's say one baby, и одном, скажем, младенце, well, it seems to me, if you both of you are tired and both of you are exhausted and both of you are angry, как мне представляется, если вы оба устали, сердитесь и приводите в депрессию, it's too much for everybody. это для всех перебор. Так что чередуйтесь. Rotate. Чередуйте дежурство. One person, relax and have a sleep, and the other person try to see it as their practice. I mean, I can't imagine having babies. I'm not even trying to joke here. Чтобы один человек заботился о ребенке, а другой в это время отдыхал. Но я даже не могу представить себе... I mean, you don't get qualified to have babies. Idiots have babies. Maniacs have babies. Psychopaths have babies. Я даже не могу себе представить, каково идет маленького ребенка. Что вообще, кто заводит детей? Ведь не нужно даже никакую квалификацию демонстрировать. Кто угодно может завести маленького ребенка. И поэтому у маньяков есть дети, у психопатов есть дети, у идиотов есть дети. N'importe qui peut avoir des enfants. Moi, je peux vous dire que j'aurais été incapable de m'occuper d'un enfant. Do they give babies sleeping pills? Еще дети. Можно детям снотворное давать? Серьезно спрашиваю. Нет же? Нельзя? Really? Правда? А может быть, виски иногда кто-то говорит. Excuse me, this is all I can say. I'm not trying to be funny here. Все, что могу сказать, восхищаюсь вашими усилиями. I mean, whether you're dealing with a crazy husband or a crazy baby, it seems to be the same problem. Стало быть, работайте над своим умом. Тут уж не важно, имеете ли вы дело с сумасшедшим мужем или сумасшедшим младенцем. Процесс один и тот же. Работайте над своим умом. I can't imagine it's easy. Но не могу себе даже представить, насколько это непросто. I'm sorry, I can't be very helpful with that one. Простите, с этим вопросом вам особо помочь не смогу. Any more? Еще что-нибудь? I can answer? Какие-нибудь вопросы, на которые я могла бы ответить? That's it. То все. Time to go to bed. Пришла пора идти спать. All right. So, Что ж, if we had clever minds, we would have remembered everything today. если мы умны, то вспомним все, что сегодня обсуждали. But even though 99% of it has disappeared Но даже если 99% того, что мы обсуждали, from our gross memory, исчезло из нашей памяти, be happy that it has gone in. It's радуйтесь, there. It's available to us. Eventually, we'll be able to access it. So that's good. радуйтесь, что хоть что-то проникло вовнутрь. А стало быть, там и останется, и мы рано или поздно к этому откроем, получим доступ. Так что можно этому порадоваться. And be delighted that having these thoughts, we've sown seeds. И порадоваться тому, что, порождая эти мысли, мы засеяли семена, оставили семена. Так что мы посвящаем. We dedicate thinking. Мы посвящаем эти мысли, думая. May we nourish these seeds Пусть мы сможем напитать эти семена, from this moment forward. напитывать эти семена отныне и впредь, посредством своих Our усилий, encouragement, своих our practice, ободрения, своей практики, so that they do get nourished чтобы эти семена оказались напитаны and will develop и развились in the future в будущем, as our Buddhahood, как наше состояние. as we motivate it. Как мы о нем думали, зарождаем So that мотивацию. it will be of benefit to others. С тем, чтобы мы приносили благо другим. Changchub semchog rinpoche ma kiepa nam ke kuchik kiepa nyampa me payang gong ne gong du pa shog. So retreat mode if you'd like.
ретритный режим, если захотите. Watch your mind. Наблюдайте за своим умом. You know, think about what you've heard, Думайте о том, что услышали. and then try and see your dreams as dreams, Старайтесь воспринимать свои сновидения как сновидения. and bliss out when you wake up, И ощутите блаженство, проснувшись. and delight that you're still alive, Порадуйтесь тому, что все еще живы, which your precious human life hasn't ended yet. потому что ваша драгоценная человеческая жизнь еще не завершилась. So I must make the most of it. А стало быть, из нее нужно извлечь I'm going to do максимум пользы. minutes of watching my mind in the morning, Я приду утром в зал, чтобы несколько минут понаблюдать за своим умом, eat my breakfast, потом позавтракаю listen to the teachings again, и буду снова слушать учения. and see where we go with all this stuff. И посмотрю, к чему со всем этим смогу прийти. I have no idea. Понятия не имею. See what happens. Посмотрим, что получится. Bonne nuit. Доброй ночи.